Приветствую. Хочется пару слов сказать про измерительный инструмент. Вот у меня есть такой купленный калипер, Digital калипер, или калибрик, или штангель-циркуль. Раньше у меня было парочку штангель-циркулей, таких обычных советских, которыми пользовался, но, честно говоря, никогда не было вот таких вот штангель-циркулей с экранчиком. И как вот захотелось. И тут, соответственно, на тему делая очередной заказ, я увидел, что вот такой штангель-циркуль можно купить за 1 цент. Я приложу ссылочку, сколько он стоит. И не ссылочку, а скрин. Ну и, соответственно, будет ссылочка на этот инструмент. И, соответственно, скрин с тем, что я его купил действительно за 1 цент. И мне показалось, ну, наконец-то наступило мое время. Надо покупать уже штангель-циркуль с таким экранчиком, и, наверное, будет прикольно. Единственное, что я сразу не обратил внимания, что он все-таки вот здесь черненький, а черненький это означает, что он пластиковый. Думаю, ну, ничего, пластиковый тоже хорошая вещь. Я знаю, что пластиковые тоже используются в зависимости от потребностей. Где хорошо пластиковый? Там, где какие-то магнитные элементы могут быть, катушки магнитные, сами магниты и так далее. И, соответственно, нужно что-то померить, чтобы не было намагничивания, чтобы на металлические части никакой магнит не реагировал, чтобы части не реагировали на магнит. Так что, в принципе, хорошо. И плюс для моих потребностей, по идее, должно хватить. Но, зная, как работают старые советские колумбики, вот немножко был разочарован. Для начала давайте посмотрим в инструкции. В инструкции то, что меня разочаровало, я сейчас попытаюсь показать. Значит, какой меня момент разочаровал, это точность, чтобы было видно, это точность. Значит, как в общем пишут, что до 10 сантиметров у него точность плюс-минус 0,02 миллиметра. От 100 миллиметров до 200 миллиметров точность может быть до 0,03 плюс-минус. И больше 200 миллиметров точность до 0,04. Ну, не знаю, возможно, для кого-то это будут плохие параметры. Для меня, как бы для такого хоббийного, неточного использования, для меня я так подумал, что будет достаточно. Но есть моменты. Начал играться с ним и пробовать, и увидел некоторые неточности в измерениях. И, скажем так, она прыгает, эта точность. Вот давайте возьмем, есть коробочка. И пытаемся, то есть видим 10,3 и 2. Вот, отпускаю палец, он показывает 10,4. Чуть-чуть прижимаю, уже 10,3. Чуть сильнее прижимаю, уже 10,2. На размере в 10 миллиметров, это всего лишь 1 сантиметр, у меня уже точность очень сильно гуляет. Вот видим, даже вот с краешку коробочки, она, по идее, должна быть достаточно крепкая. Легонько нажимая, у меня уже гуляет в 1, даже 0,2. Давайте возьмем какой-то другой материал. Может, это у меня такая коробочка слабенькая. Давайте возьмем деревяшку. Так, 36,1, 0. Отпускаю 36,2. Чуть-чуть давлю 36,1 и 0. И, наверное, даже 35,9. Да, 35,9 можно, если не сильно давлю на самом деле. Тут даже следов не видно. То есть погрешность какая-то даже не 2/3, а иногда может быть и 2/3. Хотя вот в 0 он выходит хорошо. Если придавить 0, ну вот единичка получается. Из-за чего же такая у нас ситуация с таким калибриком? Потому что вот он пластиковый. Вот я думал, что может пластиковый будет прикольно, но, честно говоря, немножко для себя разочаровался. Во-первых,
тут вот эти губки, они немножко не на одном уровне. Из-за того, что они пластиковые, вот сейчас покажу, будет видно, они вот очень легко ходят. И по идее он может диагональ мерить, а не расстояние. Тоже плохо. Сам по себе инструмент, ну, достаточно гибкий. То есть, видим, он такой весь пластиковый, весь гуляющий. Соответственно, придавливая, если даже тут попытаться соединить губки и придавить, ну вот 1/10 все равно гуляет. Как, вот эти губки, не знаю, как они будут работать. Возможно, ну, я больше чем уверен, что точно так же, потому что пластик здесь достаточно гибкий, так хорошо гуляющий. Вот, надеюсь, будет видно. Я пытаюсь эти губки, то есть легонечко достаточно давлю, они уже гуляют. Так что, с одной стороны, я немножко разочарован, но с другой стороны, у меня получил инструмент, который, скажем, с точностью для меня достаточной, может производить замеры. То есть там 1/2 для меня точность, как для хоббийного использования или что-то вроде такого, для меня это вполне достаточно. Но для серьезных работ, мне кажется, такая вещь, ну, не подойдет. Для приблизительно что-то померить, плюс-минус 2-3, думаю, будет нормально. Но так как я купил его за 1 цент, то есть мне покупал его на Тему. О, что это, он уже не выключается? А, это Zero. Так как купил его за 1 цент, мне система предложила его купить, то, как по мне, честно говоря, очень-очень хорошая вещь. В коробочке он пришел вот такой, все красиво, есть пластиковый футляр, есть коробочка. Единственное, немного она была побита, помята. И это отразилось на том, что здесь выбит вот такой кусок. То есть пластиковая часть просто была выломана. Ее нету. Я думал, это плохо. А потом посмотрел, что оказывается это еще и хорошо. Потому что теперь таким образом за вот эту дырочку я спокойно открываю. То есть не посередине открываю, а вот именно открываю с левой части. И получается вот таким вот образом удобно. Так что, если вы собираетесь покупать какие-то пластиковые колумбики, штанги-циркули, будьте внимательны, что у них точность, ну, для большинства задач, наверное, для которых они рассчитаны, точность, наверное, ужасная. Для меня она вменяемая, для хоббийного использования вменяемая, для серьезных работ ужасная. Металлические, вот китайские такие еще не пробовал, есть идея тоже прикупить вот такой с экранчиком, посмотреть, чем китайский металлический отличается от пластикового. Но, наверное, в какое-то ближайшее время постараюсь это сделать. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. И всем удачи!